Здравствуйте! Для вас подготовил информативный обзор на игру Remnant 2. Игра в знаменитом жанре Souls-like. Геймплей заточен на прохождение боссов, их тут много. В первый раз я проходил игру с другом. Нам понравился совместный геймплей. Мы выбрали эффективный дуэт. До 10 уровня я был танком, а он хиллером. Тут классно реализована полноценная гибридная система классов. На 10 уровне вы можете выбрать своему персонажу дополнительный класс. Я выбрал кинолога. В результате, благодаря моему питомцу, получилось интересное сочетание танкования и поддержки. В соединении архетипов можно поэкспериментировать и найти для себя подходящий вариант. Как и подобает игре в жанре Souls-like, вы на своем пути будете встречать сложных и запоминающихся боссов. Отмечу, что тут у боссов интересный мувсет. Есть боссы с динамичным окружением на локации, которое периодически меняется, на что вам нужно быстро реагировать. Это отличный элемент, придающий эпичную трудность и большую вовлеченность в прохождение. Некоторых боссов мы быстро не могли пройти, и я ждал с нетерпением следующий день, чтобы их наказать. Прокачка персонажа состоит из многих элементов. Здесь вам гибридность архетипов, буст пассивных умений, выбор активных скиллов под разные задачи, прокачка осколков, апгрейд оружия и применение у них уникальных режимов, плюс можно вставлять уникальные способности в оружие. Все, что я перечислил, важно прокачивать грамотно для максимальной эффективности вашего персонажа. Игрокам, которые любят развивать доминирующий билд, на 100% понравится такая система. Графика и левел-дизайн в игре на отличном уровне, визуальная составляющая на локациях красивая и разнообразная, приятно исследовать их полностью. Наверняка каждый игрок найдет себе мир для эстетического удовольствия. Когда вы будете проходить игру заново, то миры будут попадаться разные. Отличный подход разработчиков. Теперь поговорим о недостатках. Главный минус – это управление персонажем. Здесь одновременно нельзя делать последовательные действия. К примеру, когда вы бегаете возле своего сопартийца и одновременно нажимаете кнопку «Воскресить», то действие не применится. В этой игре нужно дождаться полной остановки анимации действия персонажа, а затем выполнять другое действие. Как же меня от этого бомбило! В критических ситуациях, где важна даже доля секунды, это промедление было адской болью. В большинстве игр можно спокойно выполнять одновременные действия. Нет конфликта приоритетов. В нормальных играх одновременные команды можно выполнять с расчетом наперед или с новой точкой взаимодействия. Система поймет важность приоритета. В этой игре данная механика реализована отвратительно. Я уворачиваюсь от удара босса с помощью кувырка и во время кувырка нажимаю бег для разрыва дистанции. Но персонаж идет пешком, и босс меня достает следующим ударом. В данной ситуации нужно было дождаться полного завершения анимации кувырка, а после этого нажать бег, тогда команда сработает. Одним словом, трэш. Я до сих пор не могу привыкнуть к такой механике. Разработчики, вам нужно исправить этот недочет. Музыкальное сопровождение обычное. Из-за этого нет глубокого погружения в атмосферу игры, например, как в игре The Forever Winter. Больше ничего критичного я для себя не обнаружил. Подведем итог. Remnant 2 отлично зайдет для совместной игры с друзьями. Вам понравится динамичное изменение пространства во время прохождения боссов. Вам захочется по несколько раз пройти заново некоторых из них. Визуально игра красивая. Эстетическое удовольствие вам гарантировано. Данному проекту даю оценку 7 из 10, в нее можно смело играть. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, Рутуба и Ютуба. Да пребудет с нами сила!